Ребята, всем привет, с вами Баджер, это мифические пазлы. Сегодня будет у нас обзор на героя из события Паралимпиада. Это герой уже достаточно старенький, но мне он выпал буквально месяц назад. Это вот такая вот зеленая пятерка, Фидипид, посланник из марафона. Значит, очередной зеленый хил, который у меня есть, давайте будем разбираться, что он, как он. Честно говоря, за месяц я его, так, чуть-чуть покатал, совсем чуть-чуть, вот так вот. Чисто для того, чтобы сделать обзор, потому что все-таки, немножко приоритеты другие. Но есть что про него сказать интересного. Герой интересный. Да, вот, пардон за тавтологию, но вот именно что интересный. Поэтому, собственно, давайте начинать. Где наш Фидипид? Значит, что? Что мы имеем? Это хил, 820 сила стандартная. Начнем с его класса. Абсолютно бесполезный класс для этого чувака. Боец, мастер битвы, может наложить на соперника кровотечение. Я, честно, не знаю, в наших реалиях собственно, для хиллера этот класс, наверное, может быть использован только в одном случае, если пролетит урон по щитку Данте с камня, и если это капелька крови, она просто снимет щиток с Данте, вот тогда это может сработать в любых других ситуациях. Для хила, вообще для Фидипида, это абсолютно бесполезный класс. Окей, ладно, пускай будет как есть. Идем дальше. Пассивок никаких нет, никаких врожденных там способностей, ничего нет, просто боец и все. Пустота, 747 атака, 790 броня, очень неплохо, и 1283 хпшечки. Не удивляйтесь, что у него мало хп. Это, в общем-то, как оказывается, неспроста. Вот, он как бы, видите, там вроде как такой, вроде как и в защиту, но вроде как и бьет. Короче, такой сбалансированный, у него чуть-чуть больше защит, чем хп, чем хотелось бы, чтобы было хп, скажем так. Куда его качать? Ребята, по эмблемам я скажу потом, после того, как мы прочитаем ультимейт. Ультимейт называется Рассвет Победы. Скорость маны средняя. Для этого героя эта скорость маны хорошая. Наверное, именно то, что нужно. Восстанавливать 30% здоровья всем союзникам. Вот как раз под среднюю ману 30% здоровья. Это золотой стандарт, это то, что нужно, то, что мы хотим видеть. Из 9 камней заряд, лечит на 3 хп. Вполне себе стандартный такой классический вариант. Зачет, хорошо. Идем дальше. Повышает регенерацию маны всех союзников на 22% в течение 3 ходов. На самом деле, очень необычный видит показатель именно 22%. Обычно там 24 ставят, да, типа там, кратно, потому что разгон, там под каждый камень, оно там определенные проценты надо, и 22, это ни себе, ни людям, но в любом случае, окей, разгон по мане это всегда хорошо, лучше, чем его бы не было. Идем дальше, все союзники получают плюс 35% к шансу уклониться от особых навыков. Это уворот от ультимейтов. Это работает, по практике вот там, наверное, работают как раз таки вот эти 35%. Конечно же, если вы пойдете на Фидипида, который будет стоять в обороне, то процент уворота будет там 100% или 150%, понятное дело. Но, в общем-то, это тоже хороший баф, который работает. Дальше, как и у всех героев Паралимпиады, если определенные условия там по вашей команде исполняются, то данный герой будет делать какую-то дополнительную плюшку. Конкретно про Фидипида это, если текущие очки здоровья Фидипида самые низкие среди всей команды, то будут у нас следующие эффекты. За исключением заклинателя, 2 случайных союзных юнита, героя. Естественно, мы больше никого не можем взять к нам в команду атаки, локализаторы Браво. Повышает уровень скорости регенерации маны на 1. То есть на 1 шаг, вплоть до очень быстрого. И эффект действует на протяжении всей битвы. То есть мы ультим, если у нас меньше всего хп в нашей команде, то мы рандомно двоим нашим пацанам накидываем ускорение по регену маны на 1 шаг. Если у нас там наш союзник с низкой скоростью маны, он станет средней. Если средний, станет высоким. И так до очень высокого. Причем, что очень важно, прям очень-очень важно, эти
бафы можно повторять, они стакаются. То есть, если мы можем в теории всю нашу команду полностью, кроме самого Фидипида, конечно же, разогнать до очень быстрого набора маны. Для этого нам нужно, буквально там, раз 4-5 ультануть, вот, чтобы на верочку. И как еще показала практика, если я правильно все увидел, то этот баф может стакнуться дважды конкретно на одного героя. Вот, потому что у меня он как-то зарядился со средней сразу на очень высокую. Вот, да, так бывает. И последнее. Все союзники блокируют новые отрицательные эффекты маны на 3 хода. Опять-таки, это будет работать, если мы имеем меньше всего хпшечек у нашей команды. Теперь, ребята, давайте по эмблемам. Куда его качать? Так как у него очень своеобразный ультимейт, особенно последний его кусок, то, как вы понимаете, нам хитпоинты качать ему не надо. Да, хиллеру не надо качать хитпоинты, парадоксально. Значит, мы ему будем вваливать все максимум в броню. Естественно, что хпшки мы все равно будем где-то по дороге зацеплять, без этого никак. Но я все-таки предлагаю ему максить броню. Если где-то получается брать там хп, то я бы советовал этого не брать. Лучше взять, пускай, атаку, здесь броню, там, да, вот здесь тоже атаку. Казалось бы, это совсем бедово для хиллера, но вам не нужно будет потом мучиться при подборе команды и подставлять там нужные отряды, нужные артефакты. У Фидипида, в принципе, в теории должно быть все окей с хпшечкой, и условия его ультимейта должны исполняться, даже если вы пройдете вот там по всем эмкам, просто не цепляя по максимуму хитпоинты сами. А здесь на самом деле хпшек много, вы не зацепите тех, которые вот обязательные. Поэтому, как ни странно, качать атаку и броню, да? Интересно, но вот как есть. Дальше. Давайте мы зайдем и посмотрим рандомный бой. Давайте мы возьмем сюда Фидипида и возьмем какую-то троечку, у которой будет мало жизней. Просто для того, чтобы протестировать. Да или даже не пятерочку. Санта-Муэрта, у нее мало жизни, по идее. Она должна нам подойти. Да, окей, наверное, попробуем. Пойдем. Сейчас мы посмотрим на саму ульту. Я рейды не буду показывать. Я просто объясню, против кого что работает. Значит, смотрим. У нас вот у Санты-Муэрты хпшек меньше, чем у Фидипида. Мы выбираем ульту. И что мы видим? Мы наложили на себя из союзников только увороты и только шанс уклониться от особых навыков. Кстати, сам ультимейт, вы, может, обратили внимание, когда прокачивается, то вы себе подкачиваете шанс уклонения, реген маны и восстановление. Хитпоинтов, соответственно. Дальше, что важно еще для себя заметить. Вот у нас Санта-Муэрта, она вот средняя, да? Давайте посмотрим, что будет, если мы еще раз ультанем. Средняя, ничего не поменялось. Это и правильно, оно не должно поменяться, потому что у нас хитпоинтов больше, чем у Санты-Муэрты. То есть здесь все абсолютно легко и просто. Так как нам эта ехидна, она не сможет показать там ни уворота, ничего, просто мы для себя отмечаем, что есть два классных бафа на реген маны и, собственно, на увороты. Это работает. Теперь давайте поставим, я не знаю, пускай будет автолик. Так, чисто ради интереса, у него здесь явно будет больше хитпоинтов. Поехали, еще раз посмотрим. Наверное, кстати, не самый удачный вариант, потому что автолик быстрый. Вот, а хотелось бы показать. Вот, видите, на нем только что сработал там совсем-совсем еле заметный на аватарке эффект такой. Вот, автолик у нас стал, как можете видеть. Я вам, ребят, один раз показываю только. Вот запишите, если вы не знаете, как проверить, какая скорость атаки у вашего героя, если вы невнимательны. Я вам один раз объясню только, вот, пожалуйста, запомните на всю жизнь. Вот, если нажимаете на героя, сверху пишется его ультимейт, слева пиктограмма с ультимейтом, и там надпись очень высокая. Вот, ребята, вот так вот проверять скорость атаки. Я надеюсь, что вы знали это. Это скорость заряда вашего героя. То есть, вот заметили, да? У Фидипида меньше хп, чем у автолика. И на автолике сработал этот баф на ускорение заряда.
Но давайте мы сейчас даже не будем парить. А, кстати, еще важно, стоит отметить, что сопротивление новым эффектам, негативным, влияющим на ману, у нас тоже бафчик добавился. Это как самый последний пункт его ультимейта, об этом тоже чуть попозже. Я очень хочу взять сюда какого-то героя, вот, например, низкий. Вот с низким будет интересно. Низкого мы сейчас попробуем разогнать. Давайте с одного ультимейта Фидипит разгонит нашего Вриколакса. Оп, такая анимация на Вриколаксе пошла. Вриколакс стал средним. То есть с низкого только на средний. Здесь не получилось, почему-то не стакнулось. Теперь высокий. Ну и, соответственно, сейчас у нас Вриколакс будет очень высокий. Хоп. Очень высокий Вриколакс. 3 раза ультанули. Не знаю, может это был какой-то баф у меня, баг с Вотаном, но я точно помню, что на него 2 раза стакнулось. Короче, хрен его знает, стакается или нет, но в любом случае, смотрите, там, да, кидаем 4 камня, там, и еще бы 2, и у нас уже Вриколакс был бы заряжен. Вот сейчас мы 2 еще прокинем, и у нас Вриколакс, блин, очень быстрый герой, уже заряженный. То есть это, ну, это кайфушечка, я считаю. Все, дальше мы здесь ничего не будем смотреть. Значит, давайте мы теперь пройдемся по определенным негативным эффектам, которые блокируют, собственно, Фидипит. Нас что интересует? Нас интересует то, что же мы блокируем из вот этих новых отрицательных эффектов маны. Путем проб, ошибок, тестов, расстройств, боли и слез было вычислено, что Фидипит не блокирует этим бафом прямую блокировку. Ханна, Вотан и вот эти все герои, которые напрямую блокируют нас, не блокирует замешательство а-ля Хепри, а-ля Улупи, там, Кролик Сэм, вот Сэром Райнфин, вот эти вот все закорлючки, как мы их любим называть, это не блокируется. И не блокируется невозможность использовать ульту, так, у Дебука, ну и подобных ему героев. Также сразу хочу отметить, что я не смог найти и нормально протестировать костюм Аида, но я предполагаю, что он ману будет воровать, потому что у него конкретно стил мана, он ворует ману, а не просто уменьшает ее. Все остальные эффекты, которые влияют на генерацию, набор маны, прямое уменьшение маны, они блокируются. То есть мы хорошо будем работать против всяких Исадор, Солнце из новых, Талло, если брать там 4, которые прямо уменьшают ману, Фриг, Хеймдаль, Гермес вот из старенького, плюс всякие, кто там еще замедляет, ну короче, все, кто замедляет ману, кто напрямую уменьшает количество маны, там, ну, плюс Саламандра, там, да, вот вспомнил еще, плюс карты Автолика не работает, вот это все не работает, конкретно с картами Автолика, там, кстати, ну, будет только ожог проходить, ну и сам урон, а мана уменьшаться не будет. Поэтому, ребят, в принципе, как подводить уже итог небольшой, герой очень интересный. Я к нему был настроен сначала весьма скептическим, честно вам скажу. Сейчас я вот немножечко им погонял. Я, честно, его качать сейчас не буду. Это, ну, это будет какая-то супер дальняя очередь, потому что есть кого прокачать. Но что я хочу про него сказать? Это средний хил. Хил хороший, 30%. Бафер на скорость набора маны. Это очень круто бафнуть нашу команду всю, чтобы наши быстрые там бойцы заряжались с 3 камней в пустоту, условно говоря. Это круто. Плюс шанс на уклонение от ультимейтов. Это хорошо будет везде, и в атаке, и в обороне. И, соответственно, если мы правильно вкачаем нашего Фидипида по эмблемам и дадим ему правильные арты и отряды, он еще будет разгонять наших всех героев по уровню набора маны. Это, блин, реально очень круто там. Ну, мы можем 3 раза ультануть, 2 раза ультануть за бой, а это вполне возможно, если честно. Да, ну, 2 раза ультануть, это не звучит как что-то невероятное. И там какие-то наши
два условных там быстрых героя становятся 100% уже очень быстрыми. А это развал, ребята, это развал кабин будет просто жесткий. Причем этот же баф, он действует до конца битвы, он никак назад не возвращается. Мы раз набрали там нашему герою скорость маны, и он будет там, ну, условно, с быстрого на очень быстрый до конца боя. И также вот его бафчик последний на блокировку определенных отрицательных эффектов маны, это тоже очень круто. Да, это не работает против всяких там условных вот этих вотанов Кан, которые, ну, как бы основные наши. Да, это не будет работать против там всяких этих низаров там и прочей вот этой гадости. Но, как минимум, в определенных ситуациях это тоже можно использовать. Так вот, где можно использовать Фетипида в принципе? Я его видел в защите, и в защите он хорош. Наверное, в защите я бы его скорее видел все-таки на плече, чем по центру, потому что эмблемы у него будут явно не те, и статы у него явно не те, чтобы стоять по центру. Ну и сам ультимейт у него не тот, чтобы быть центровым героем танком, поэтому его место будет на плече, это 100%. На команды атаки он также будет заходить вообще круто, потому что это очень универсальный саппорт. Да, он пойдет во многих ситуациях, поэтому в команды атаки все-таки, ну, хоть рейды, хоть это турниры, хоть это какие-то там, ну, элементарно тапки на войну, везде пойдет. Не пойдет на Титана и не пойдет, наверное, на мероприятия там, где быстрый набор маны, ну и на ивенты тоже, естественно, не пойдет. Короче, герой реально очень боевой получился, универсальный, да, со своими приколами, да, со своими условностями, но это же, ну, в этом и интерес игры, в этом вот и баланс персонажей, чтобы где-то минус, где-то плюс. Вот конкретно здесь минус то, что ему категорически запрещено качать хитпоинты, и минус то, что все-таки он мастер битвы с этой капелькой его крови бесполезной. И еще важно заметить, что, ребят, самый, наверное, большой его минус, конкретно его, это то, что все его бафы можно легко стырить. То есть Кахиндо, Данте, они машут нам руками и передают огромный привет. Ну, это тоже такое ситуативно. Если по оценке, то я ему, наверное, поставлю 7 из 10. Это качественный герой, универсальный, пойдет и в атаку, и в оборону. Если вы его поймали, однозначно стоит прокачать. Особенно если у вас небольшой гараж. Этот чувак реально очень универсальный и зайдет много в каких моментах этой игры. Поэтому поздравляю вас, качайте. Ну и в принципе все. Неожиданно хороший герой, которого я поймал, но которого я пока, к сожалению, качать не буду. Еще раз. Твердая 7 из 10. Очень хороший герой. Неожиданно, но это факт, да. На этом все, ребят. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, этот видос был вам полезен. Если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь. Обязательно оставьте свой комментарий, что вы думаете про этого героя. Ну и оформляйте спонсорство. Я буду вам благодарен. Всем удачи. Пока.